Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. С нетерпением ждете возможности управлять грузовым транспортом в обновленном регионе Бенилюкса в ETS 2, хотя для этого еще рановато, так как этот проект все еще находится в разработке. Мы рады показать вам, над чем уже поработали наши дизайнеры карт. Сегодня мы хотели бы поделиться нашей работой над портом Роттердама. Порт расположен во втором по величине города Нидерландов и из рыбацкого порта, каким он был, превратился в крупнейший морской порт Европы. Его площадь впечатляет сама по себе, более 40 километров в длину и 10 километров в ширину. Ежегодно в порту швартуется около 130 тысяч речных судов и примерно 30 тысяч океанских судов. В 2022 году через порт прошло 467 миллионов тонн грузов. И здесь вы можете помочь, потому что вам предстоит перевозить грузы оттуда по всей Европе. Водители грузовиков смогут добраться до контейнерного порта, нефтеперерабатывающего завода, зоны общей логистики. А если вы перевозите груз из Роттердама в Великобританию или наоборот, то прямо в порту вы найдете паромные переправы. Этот район очарует вас своей уникальной инфраструктурой, стоящей из разрывных мостов, туннелей под каналами и сложной дорожной сети. Наши разработчики карт создали некоторые из этих достопримечательностей, такие как туннель Томасин, мост Каленберг и мост Хармстенбюрг и паромный терминал в Европорте. Это действительно гигантская территория протяженностью более 40 километров, поэтому мы надеемся, что нам удалось запечатлеть ее в достаточном масштабе, говорит руководитель проекта. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с новыми новостями об этом проекте в будущем. Но, пожалуйста, имейте в виду, что работать над этим все еще продолжать, поэтому мы не осмеливаемся дать вам даже приблизительное представление о том, как он может быть выпущен. А до тех пор обязательно следите за последними обновлениями, подписывайтесь на нас в Twitter, Facebook, Galaxy, YouTube и Instagram. И посредством на подписку на нашу новостную рассылку. До следующего раза мы желаем вам счастливого путешествия. У нас есть несколько захватывающих новостей о грядущем обновлении 1.55 для Euro Truck Simulator 2. Наряду с этим базовым обновлением игры для владельцев дополнения Fan Tunings Packs будет выпущен новый контент. Он будет включать обновление некоторых существующих деталей, а также добавление новых деталей для персонализации на ваших грузовиков Volvo FN. Существующая деталь также будет доступна для новейшей серии Volvo FN 6. Этот пакет тюнинга был в последний раз обновлен вместе с переработкой Volvo FN Series 4 в прошлом году, когда в декабре в Euro Truck Simulator 2 были предоставлены Volvo FN Series 5 и 6. Мы обновили дополнение, чтобы оно поддерживало FN Series 5 с момента запуска. Теперь мы обеспечим полную совместимость с Volvo FN Series 6, так что вы сможете персонализировать каждый грузовик Volvo FN с помощью широкого ассортимента деталей для тюнинга. Но это еще не все. Мы не просто адаптировали существующие детали для последнего модели Volvo. Мы также улучшили некоторые существующие компоненты, вводим новую возможность персонализации, в том числе покраску деталей. Вы сможете выбрать хромированную переднюю табличку, верхнюю часть заднего крыла, переднюю маску, нижнюю часть передней решетки, а также наклейку, рамку лобового стекла, переднюю табличку, заднее крыло и верхнюю часть заднего крыла и много другое, которое теперь можно покрасить. Мы надеемся, что вы будете рады возможности персонализировать свои грузовики Volvo с помощью еще большего количества опций, когда выйдет обновление 1.55. Вы можете приобрести набор для тюнинга Fan для ETS 2 в Steam. Следите за обновлениями, подписывайтесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube. И мы также будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку. Чтобы оставаться в курсе событий, берегите себя на дорогах. Ссылочки на данное дополнение будут находиться в описании данного видеоролика. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика.
Сегодня мы рады представить вам новый выпуск нашей серии соцроут. На этот раз мы расскажем вам о нашей недавней поездке на Банман 2025, ведущей в мире выставку строительной техники, машин для производства строительных материалов, горнодобывающих машин, строительной техники и оборудования, которая проходила в Мюнхенском выставочном центре. Это мероприятие известно как крупнейшая выставка в строительной отрасли, на которую съезжаются более 3200 экспонатов из более чем 60 стран. Помимо впечатляющего ассортимента специализированных техники, современного оборудования и передовых технологий, на стенде можно было увидеть наш знаменитый 4D-симулятор движения. А Scania представил Eurotrack Simulator 2 со своим уникальным симулятором. Раздавала посетителям ключи от ETS-2. Было бы здорово видеть, что ETS-2 пользуется популярностью на выставке. Ссылка на данный видеоролик будет расположен в правом верхнем углу экрана. Присоединяйтесь к Оскару, Неймеру и Петру, которые поделились с вами впечатлением от этого впечатляющего мероприятия и расскажут, что мы занимали во время нашего визита. Это была фантастическая возможность пообщаться с множеством компаний со всего мира. Мы гордимся тем, что стали частью такого масштабного мероприятия. Хотели бы поблагодарить всех, с кем мы встретились, а также наших партнеров, которые участвовали в выставке. Мы надеемся, что вернуться в следующую выставку в 2028 году. Мы надеемся, что вам понравился этот эпизод, и мы оценим вашу постоянную поддержку этого сериала. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайки и оставьте комментарии. Скоро мы увидимся вас в следующем эпизоде, а пока продолжайте в том же духе. Мы рады представить вам еще один выпуск нашей истории сообществ, в котором мы рассказываем о увеличениях членов нашего сообщества и их уникальной истории. Сегодня мы представим талантливую создательницу контента, стримершу, любительницу симуляторов, которая увлекает захватывающие впечатления в творческом проектами. Симма родилась и выросла в Румынии. Ее ранняя жизнь была наполнена творческим и воображением. Несмотря на то, что он рос в условиях ограниченного доступа к развлекательным и материальным благам, его изобретательский дух процветал. Живопись и рисование стали его окном в мир, способом перенести в удивительном месте воображение и создавать то, чего не могли продолжать реальность. Мое детство мало чем отличалось от детства любого другого ребенка. Я всегда старался изо всех сил веселиться, играть, изобретать и строить что-то. Поскольку у нас не было телевизора, и когда я рос, я много рисовал и раскрашивал, так как представлял и переносился в разные места. В детстве я любил машины и грузовики, и иногда просто рисуя их, я чувствовал, что у меня есть один из них. Позже он переехал в Соединенные Штаты, где его кругозор расширился, когда он открыл для себя видеоигры. Каждый раз, когда я играл в видеоигру, мне казалось, что я переношусь в какое-то другое место. Меня увлекает не столько игровой процесс или цели, сколько ощущение, что я нахожусь в совершенно другом месте. Делится он. Меня никогда не привлекали экшен-игры или шутеры от первого лица. Вместо этого меня увлекают симуляции. Все, что позволяет мне делать то, что я не мог сделать в реальной жизни. Например, быстро ездить на машине или летать на самолете. Для меня это были невероятные возможности для исследования и воображения. Искусство оставалось центральной темой в жизни Симмы, что в конечном итоге привели к его карьере в области автомобильного дизайнера и десятилетиям преподаванием промышленного дизайна. Эта страсть, которой я жил всю жизнь, привела меня к карьере в области автомобильного дизайна. Я также 10 лет преподавал промышленный дизайн в университете, где я помогал студентам научиться рисовать и воплощать в жизнь автомобили и продукты, созданных их воображением. Для меня искусство было бы не просто самовыражение, а инструментом для четкой и эффективной передачи идей. Как и в любом увеличении, которым по-настоящему захватывает, я сосредоточился на повышении реалистичности симуляции, будь то программное или аппаратное обеспечение. Все, что я делал, направлял на то, чтобы сделать симуляцию более реалистичной. Это правда, что в такую группу могут с одинаковым удовольствием играть как новичок с базовой настройкой, так и преданный энтузиаст, вложив выше $1000. Но если это не те, что по-настоящему увеличены, то вполне естественно стремиться к лучшей и наиболее захватывающей версии игры. Благодаря этой страсти он также основан предприятие, возникшее из его желания усилить собственное погружение в игру. Я создал оборудование для своей игровой системы, которое улучшило мой опыт. Если мне это нравится, я создаю еще больше таких устройств и размещаю их на своем сайте, чтобы другие тоже могли им пользоваться. Тот факт, что это превратилось в успешный бизнес, никогда не был моей целью, но это просто приятный результат того, чего я люблю делать.
компания создает пользовательские дисплеи и панели управления для любителей симуляторов, которые требуют самого лучшего. Один из проектов, которым Симма гордится больше всего, исключает часть многих симуляторов в сообществе. Хотя я не являюсь изобретателем круглого цифрового дисплея, я был бы первым, кто представил на рынке решение, которое обеспечивало настоящее погружение для более широкой аудитории. Знать, что то, что я создал, приносит радость и реалистичность толким пользователям невероятно приятно. Один из моих популярных продуктов пластина для переключения передач, которая служит двум целям. Оно закрывает неиспользуемые переключатели и четко обозначает положение передач. Это помогает начинающим водителям более точно переключать передачи. Я предлагаю пластины для переключения передач, которые повторяют наиболее распространенные схемы переключения передач в грузовиках, что делает их идеальным для серьезных водителей симуляторов. Еще один успешный продукт, но захватывающий дополнение, которое крепится к любому стандартному 7-миллиметровому колесному диску. Многие гонщики симуляционисты для реалистичности используют настоящее рулевое колесо грузовиков, но на них часто нет центральной заглушки. Дополнение внешний вид и современную искусственную подушку безопасности в стиле грузовика с просточкой для реалистичности. Для новых пользователей, просматривающих контент или его прямые трансляции, один из отличных особенностей является его невероятно детализированная система симуляции. Все начинается с мощного ПК с графическим процессором RTX 490 и новейшим процессором Intel, созданного для того, чтобы играть в каждую игру так, как задумано. В зависимости от настроения я переключаюсь между системой программного перевода Moza и Fantes, будь то гонки или спокойная поездка на грузовике. Впечатление усиливаются благодаря симуляторам движения и ряду современных аксессуаров, которые максимально погружены в атмосферу. Когда готовить решения недостаточно, я создаю своими собственные. От пользовательских приборных панелей с 3 экранами до детальных переключателей, которые точно соответствуют автомобилю, на котором я езжу. Если это повышает реалистичность, я создаю это. Вдохновение для создания таких сложных систем симуляции пришло не из самой игры, рассказывает нам Симма. Современные симуляторы обеспечивают невероятное погружение, но каким бы реалистичным они ни были, они остаются за экраном. Именно там начинаются путешествия. Создавая собственные аксессуары, я переношу этот виртуальный мир в свое физическое пространство, стирая границы между цифровым и реальным. Благодаря моим стримам я познакомился со многими единомышленниками, многие из которых стали моими друзьями. Когда они возвращаются к стримам или видео, я подтверждаю, что нам всем весело вместе. Самое приятное, когда они регулярно присоединяются к нам в конвоях, вот где по-настоящему весело, где создаются незабываемые воспоминания. Один из самых запоминающих моментов стал то, что его собаку Уно, которая обычно появляется в заранее записанных сегментах, неожиданно присоединилась к прямой трансляции с СВР. Это был приятный сюрприз, напоминающий ему, что поддержка сообщества и совместное удовольствие делают этот опыт особенным. Я всегда напоминаю своим зрителям, что делают не в лайках или подписках, а в том, чтобы весело проводить время вместе. Именно это делает это занятие стоящим. Благодаря своим стримам Симма познакомился с удивительными людьми, многие из которых стали его друзьями. Присоединяйтесь к его командам и делитесь незабываемым впечатлением. Он также вдохновлял другими. Если нескольких знакомых лиц, за которыми мы все следим или к которым стремимся в плане качества симуляции, но Armstrong Gaming уже много лет является неотъемлемой частью моего YouTube-пути. Я подозреваю, что он, возможно, повлиял на то, насколько глубоко я погрузился в это хобби. Еще один создатель, которого я искренне ценю, известен своим потрясающим отношением к непринужденным атмосфере. Наблюдать за такими парнями, чувствуешь себя так, будто тусуешься с друзьями, и именно это делает этот опыт таким особенным. Заглядывайте в будущее Симма и оставите перед собой приступ цели, продолжать наслаждаться своими хобби, делитесь своими страстью с другими и вдохновлять других любителей симуляторов, погружаются в глубже, захватывающий мир симуляции. Он оставляет это мудрые слова. Вы слышите, это постоянно так, что-то должно быть с правдой. Сосредоточьтесь на развлечении, просто будьте самим собой. Мы благодарим
Тим Симма за то, что он поделился с нами своей историей и вдохновением нас на создание лучшего сообщества когда-либо. Обязательно посмотрите его контент на YouTube и следите за новостями. Вскоре появится новая история сообщества. До новых встреч. Продолжайте в том же. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Ну что, дорогие друзья, вот так новостная неделя была. С вами был, как всегда, я, Михаил, с канала Пайкамейкер. Не забудьте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. У меня лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.